памяти Гавриила Бойко. После всем известных событий февральской революции и отречения Николая II, а также его брата Михаила, некогда величественная Российская империя начала трещать по швам. Через 2 дня после отречения Николая в Киеве возник первый украинский парламент – Центральная Рада. Ее председателем был избран Михаил Грушевский. Прошедший в апреле Первый Всеукраинский народный съезд поставил перед Грушевским и Радой задачу добиться национально-территориальной автономии Украины. Однако диалог Рады и Временного правительства России, которое возглавлял Георгий Львов, закончился неудачей, и тогда Центральная Рада провозгласила автономию Украины в одностороннем порядке. Положения об автономии закреплялись в издаваемых Радой универсалах. Следующий председатель Временного правительства России, Керенский, согласился пойти на уступки украинцам, но вскоре правительство было разогнано, а пришедшая ему на смену советская власть была не так дружелюбна к Центральной Раде. 20 ноября Рада издала документ, провозгласивший Украинскую Народную Республику, которая все еще находилась в федеральной связи с Россией. Месяц спустя, 25 декабря, была образована Украинская Народная Республика Советов, объявившая Центральную Раду вне закона. 1 января 1918 года Советская Россия признала большевиков единственной законной властью на территории Украины, а вскоре после этого было разогнано Всероссийское учредительное собрание, куда входил и председатель Рады Грушевский. В ответ на это 22 января Рада объявила о независимости Украинской Народной Республики. Реакция большевиков не заставила себя долго ждать. Советские войска двинулись на Киев. Украинцам удалось ненадолго замедлить их продвижение, дав 29 января бой под Крутами. Но их усилий было недостаточно для победы над большевиками. 8 февраля они захватили Киев, а Центральная Рада была эвакуирована. За 10 месяцев своего правления Рада успела провести социалистические реформы, ликвидировать частную собственность на землю, ввести 8-часовой рабочий день и минимальные условия оплаты труда. Также были введены демократические свободы слова, печати и собраний, защищались национально-культурные права местных меньшинств. Но недостатков в правлении Рады было куда больше, и наиболее отчетливо они проявились во время войны с большевиками. Подавляющее большинство населения проявляло апатию к происходившим событиям, из-за чего Рада не смогла собрать боеспособную армию. Ее внутренней политикой были недовольны многие, так как хоть и были проведены народные реформы, их реализация шла так себе. Выплата жалования рабочим задерживалась, а раздача земли крестьянам постоянно откладывалась. Лозунги большевиков с обещанием всего и сразу приходились как раз кстати. Народ охотно верил, что именно они даруют ему светлое будущее. Кроме всего прочего, стоит отметить, что у Рады не было харизматичного лидера, готового повести за собой широкие массы. С началом весны большевики объявили о создании единой Украинской Советской Республики, однако уже в апреле ее оккупировали центральные державы, так как эти земли отходили им по условиям Брест-Литовского мира. Украинская Народная Республика была восстановлена, но ненадолго. 29 апреля немцы устроили там военный переворот, закончившийся провозглашением украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским. Центральные державы помогали гетману, а тот, в свою очередь, поставлял им продовольствие. Это вызвало большое недовольство среди крестьян, и их ненависть к гетману и оккупантам только росла. Ситуацию усугубляла земельная проблема. Возвращение частной собственности помещикам и односторонняя ориентация гетманского правительства в пользу крупных землевладельцев оттолкнула от него еще больше крестьян. Старостами назначались те самые землевладельцы, и крестьяне явно не были этому довольны. Нежелание оппозиции сотрудничать с гетманом породило недостаток опытных управленцев украинской национальности, из-за чего тому приходилось нанимать чиновников, служивших в Российской империи. Оппозиции это было на руку, и она активно обвиняла гетмана в обратной русификации Украины. Забавно, что именно гетманское правительство добилось больших успехов в украинизации населения. Батька Махно вспоминал, что во время поездки по украинской державе железнодорожные служащие не отвечали ему на вопросы, заданные на русском языке, требуя изъясняться исключительно на украинском. Однако, помимо явных просчетов, у гетманщины были и положительные моменты. Начнем с того, что это был наиболее стабильный период в истории тогдашней Украины.
На улице вернулся порядок, в первую очередь благодаря судебным реформам и восстановлению казачества. В обход немецкого запрета были воссозданы вооруженные силы. Большие успехи были во внешней политике. Украинская держава была признана 19 странами мира. Гетманщина основала собственную банковскую сеть и установила украинскую денежную систему. Гетманская гривна могла обмениваться на другие валюты и высоко ценилась в Европе. Все изменилось в ноябре, когда центральные державы рухнули, и гетманщина осталась без иностранной помощи. Уже через месяц Скоропадского свергли сторонники директории, нового правительства Украинской Народной Республики, возглавляемого Владимиром Винниченко. Стоит отметить, что Винниченко играл далеко не последнюю роль в становлении Украины до оккупации. Кстати, незадолго до этого от Австро-Венгрии откололось другое украинское образование, известное как Западноукраинская Народная Республика. На нее тотчас положили глаз Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, и все еще существовавшая украинская держава. Так как в Западной Украине проживало значительное польское население, переживавшее подъем национализма, там сразу вспыхнули беспорядки. Вооруженное выступление сечевых стрельцов во Львове 1 ноября положило начало польско-украинской войне. Интересно, что одним из их командиров был принц Австро-Венгрии Василь Вышиваный. Он рассматривался центральными державами как один из возможных правителей послевоенной Украины, но в итоге те проиграли войну, а Вышиваный довольствовался лишь постами в украинском генштабе. После свержения гетмана в войну против поляков вступили республиканцы. Им пришлось воевать на два фронта, поскольку возобновилась война с большевиками. В январе 1919 года был подписан акт объединения двух украинских республик. По сути, это было поглощение Западной Украины Украинской Народной Республикой, и та становилась автономией в ее составе. В это время в директории шла ожесточенная идейная борьба между Винниченко, готовым пойти на уступки Советской России, и Симоном Петлюрой, настаивавшим на продолжении боевых действий с большевиками. В итоге, 13 февраля последний стал новым председателем директории и фактически установил военную диктатуру. Он попытался наладить диалог с Антантой о получении военной помощи и обозначил границы своей страны, которые должны были рассматриваться на Парижской мирной конференции. Столь крупные заявленные земли были обусловлены продвинутой стадией переговоров об объединении с Кубанским краем. Однако проект объединения так и остался на бумаге, а Антанта не смогла простить украинцам сотрудничество с центральными державами и вместо этого оказала помощь Польше. К апрелю республиканская армия уже не могла вести успешную войну на два фронта и начала проигрывать. 17 июля польско-украинская война закончилась победой Польши и ее союзников, поделивших между собой земли бывшей Западноукраинской Народной Республики. Остатки украинской армии сражались не только с большевиками, но и с белым движением, поскольку те не захотели иметь никаких дел с Петлюрой. Кстати, бороться с белыми директории помогала вольная территория во главе с Махно. Несмотря на то, что еще в 1917 году Махно высказывался критически по отношению к Центральной Раде, он дважды пошел на ситуативный союз с украинцами. Вероятно, получение от директории оружия и боеприпасов было для него превыше идеологических принципов. В октябре украинцев окончательно разбили, их земли стали переходить из рук в руки, а Петлюре и его сторонникам пришлось бежать в Польшу. Фактическое правление директории длилось почти столько же, сколько у Центральной Рады – около 10 месяцев. За это время она успела восстановить социалистические реформы Рады и положить конец земельному вопросу, снова отобрав у помещиков земли и передав их крестьянам. Также не стоит забывать и о присоединении Западной Украины, пусть и ненадолго. Крушение директории предопределили не только войны на несколько фронтов и переменная внешняя политика, но и внутренние просчеты. Откат реформ гетманщины привел к дестабилизации страны. Ограничение политических прав интеллигенции и борьба с духовенством оттолкнули эти слои общества от директории. Не получилось у нее и заполучить доверие крестьян, так как были проведены не все обещанные мероприятия, направленные на улучшение их положения. Забастовки рабочих жестоко подавлялись, проводились погромы евреев, и это тоже не красило директорию. 21 апреля 1920 года директории удалось договориться с Пилсудским о вступлении Украинской Народной Республики в Советско-Польскую войну и отказе от претензий на Западную Украину в обмен на признание поляками суверенитета ее остальной части.
Польские войска смогли дойти до Киева, но затем были отброшены большевиками. Им так и не удалось отвоевать украинские земли. В 1921 году, по условиям Рижского соглашения, Украинская Народная Республика прекращала свое существование, а ее земли были поделены между Польшей и большевиками. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, Украинская Народная Республика имела свое правительство в изгнании, и в 1992 году оно признало независимую Украину своей правопреемницей.